Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня также еду посидеть с Дианой. Есть у нас некоторые планы, как мы проведем время. Ну, я немножко поснимаю, конечно же, плюс у Дианы на канале выйдет еще одно видео. Ссылочкой, конечно же, я потом поделюсь. Так что тоже проходите, смотрите, поддерживайте. Сейчас 7:16. Я где-то за час, за полтора соберусь и поеду. Сейчас умоюсь, позавтракаю, накрашусь, причешусь. Ребята, мы уже сейчас смотрим половину моего видео. Мне уже налили чай, а Юля кофе. Буду пить. Я уже попила кофе, поэтому сейчас буду мыть чашку, турку. Ну а потом как раз нужно еще ножик помыть, разделочную доску, и там как раз и Диана позавтракает, тоже помою посуду. Я сегодня с собой взяла штатив. Собственно, потому могу и здесь снимать какие-то такие домашние дела. И мы, самое главное, запланировали снимать уборку в комнате Дианы. Тоже совместить все, и съемку видео, и действительно необходимо немножко прибраться. Поперебираем канцелярию и тому подобное. Завтра я не знаю, возьму штатив или нет, но вот сегодня мы поиспользуем его по максимуму. Ну, потом пойдем, конечно же, гулять, потом мы пораскрашиваем, еще что-нибудь поделаем, видосики посмотрим. Ну, вот и сейчас там на фоне видео. В общем, хорошо проводим время. Так, ну что? Так, смотри, это ваши пакетки и... Это что? Это что? Так, это вода. Это мне надо вытаскивать, у меня не держится потом. Так. Я, наверное, сейчас схожу за пакетом. Ну, потом, вот складывай куда-нибудь вот в этот контейнер, потом сходишь. Вот. Давай сюда этот самый я сложу. Так. Это я сложу. Это мусор. Так. Давай сначала все на пол сложим. Вот туда складывай, чтобы мы могли нормально ходить. Потому что сейчас уберемся на столе. Да. Потом будем заправлять кровать, складывать вещи. Еще один клей. Давай-ка вот на этот стол все сложим. Давай. Туда кошку. Положу карты. Продолжаем уборку. Тут я уже озвучиваю видео, так сказать, за кадром. У нас некоторые фрагменты с Дианой будут одинаковые, а некоторые отличаться. Плюс и озвучка разная, ну и тому подобное. Так что обязательно к Диане проходите, смотрите у нее видео. Потом я еще одно выложу, мы наснимали. В общем, здесь мы, как вы уже поняли, наводим полностью везде порядок. Протираем пыль, раскладываем все по местам. Вытаскиваем все из органайзеров и заново все переделываем, организовываем. Потом будем и канцелярию проверять, и тут вот поставили пакет. Уже начали что-то выбрасывать, что ненужное. Ну, иногда очень полезно
такое расхламление, такую глобальную уборку проводить. В общем, в планах у нас сегодня прям вот посвятить этому много времени, ну хотя бы 3-4 часа. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы убраться. Тут и пеналов много. В общем, все надо пересмотреть. Теперь дошло время до этой полки. Здесь я уже даже вижу, как будет. Можно все покомпактнее разложить. Процесс увлекательный в целом. Забегая вперед, могу сказать, что освободилось много контейнеров и даже одна полка, что очень важно. Выбросили мы за это время 2 пакета мусора полных, поэтому это хорошо. Канцелярия теперь везде только та, что в надлежащем состоянии. Все, что не пишет, все выкинули. Решили подкрепиться. Наливаю Диане борщ. Меня тоже пытались накормить и просили, чтобы я поела тоже. Ну, на самом деле борщ очень ароматный и уверена, что вкусный, но я просто считаю калории, поэтому стараюсь и здесь не отступать от этого. Ира, что ты кушать будешь? Ничего. Вот, такая рыба. Решила принести Диане обед прямо в комнату, так что поставила на тарелку, поднос. Тут, естественно, сметана. Все как положено. Ребят, мы уже кушаем. Угу. Вот так вот. Я ем борщ. Ира пока что меня снимает. У нее чуть кофе не убежал. Сейчас она... Да, пойду пить кофе, а тебе приятного аппетита. Спасибо. Обед. Пока Диана обедает, я уже попила кофе и решила помыть сразу посуду, чтобы можно было потом продолжить уборку и спокойно пойти погулять. Ну, я как дома, так и тут тоже сразу стараюсь все мыть. Вкусно умираю. Продолжаем уборку, несмотря на то, что для вас в ролике это все проходит быстро. Мы разбираемся уже к тому моменту несколько часов. Даже я устала, Диана тем более, но все равно она молодец, помогает. Ну, вначале прям мы вообще вместе убирались, да и сейчас активно помогает. Но уже, конечно же, устает. Ну и уж если я начала даже уставать, вот тут была разобранная, Диана думала, что сломанная подставка под книги, но нет, оказалось, что все рабочее, так что оставляем. Вообще масса фрагментов осталась за кадром, это так лишь небольшая доля. Сейчас здесь разбираюсь, протираю пыль, цветок полила. Сейчас разбираюсь в вещах, но тут в каждом ящике все по категориям, как положено, но просто имеется в виду, что хочу вот разложить поровнее. Теперь решили пойти погулять и уже потом покажем, как что у нас там получилось в торговом центре. На площадке гуляем. Кстати, очень хорошая площадка. Ребята, у нас Ира стала похожа ребенком. Она качается на качельках, как малыш. Ну вот, как вы уже поняли, у меня снова заиграло в одном месте детство. Я ж не могу пропустить качели нигде. Так что наслаждаюсь. Эти качели очень удобные, они высокие. Тут раскачиваться так классно. Мне очень понравилось. Ну и тут вот вам показывают саму площадку. Сейчас мы поменяемся ролями. Теперь снова буду снимать я. Ну, на эту я, конечно, садиться не буду в светлом пуховике. Но вещь классная. А итоги смотрите на канале у Дианы. Мы хорошо
Поработали и теперь получаем удовольствие от своих хобби. Я раскрашиваю, Диана рисует, ну и, конечно же, смотрим всякие видосики. Приехала домой, села ужинать, суп, свечка. Уже другой день, я у Дианы и варю кофе. У нас идет процесс. Отмываю от гуаши салфетку на рабочий стол. Ты вчера еще что ли рисовала? Да нет. Просто я вчера мыла. А, я помыла, потом ты еще при мне сидела, да? Видимо, запачкала. Все, у нас закончился. Да. Сейчас пойдем в комнату и класть. Расхламляем канцелярию и снимаем видео на канал Дианы. Диана вообще молодец, и за собой прибралась, и за котом. Пришли в парк, гуляем. Я тебя снимаю. Да, он может сказать привет, да. Ага. Раскрашиваем после обеда. Нездоровый перекус, но это тоже должно быть. У меня готовят второй бутерброд. Угу. Кто-то проголодался тут, но это хорошо. Да, после ужастиков. И, походу, это у вас тренд сейчас такой. Да. Всякую Особенно с рисунками. Да. Это же кто-то придумал, понимаешь? Ну да. Это же кто-то реально придумал. Ну, чтобы да. Рисуя, по сути, такое хобби. Да. Нейтральное, позитивное. И за этим хобби такую пакость показывать, рассказывать. Так, ну что ж ты... Да. Еще решили выйти погулять и покататься на самокате. Гуляю в Терлецком парке, но я, как и в прошлый раз, зашла с другого входа. Ну, соответственно, мне удобнее было войти здесь. Так приятно. Костром пахнет, дымом. Немножко походила, посмотрела. Сейчас пойду под рукой аллеи, вот тут. Я просто сначала по ней хотела пройти, но потом пошла вот так. А там, ну, уже не хочу совсем далеко углубляться. Все-таки пусть здесь и ходят люди, но не так много. А я все-таки иду одна гулять. Сегодня я в своих зимних. Ну, в принципе, я могла вполне пойти и там. Вот я теперь вышла на эту аллейку и понимаю, что ничего страшного не было. Там детские площадки, люди гуляют, и можно было вот там пройти, наверное, потому что вон как раз здание, там дальше спасательная станция, и я все равно пойду туда. Просто там есть аллея, которая мне очень нравится, Владимирский тракт. И я хочу по ней пройти. Но вообще мне нравится вот зимнее время и сейчас, потому что, например, летом, когда здесь будет огромное количество зелени, деревьев, вот, ну, все распустится, ну, я не знаю, я как бы... Мне было бы довольно стрёмно, честно говоря, одной гулять здесь. Ну, вернее, этим маршрутом я бы не пошла бы точно. Скорее всего. Да, точно. Я же там даже ходила по той дорожке. Но еще раз убеждаюсь, что вот здесь ходить хорошо, когда действительно заходишь там за кофе, например,
Ну, или когда, ну так, для интереса. Но тот маршрут, по которому иду я, а я вот оттуда вхожу, там гораздо интереснее, там вход совершенно шикарный в парк. Туалет закрыт. А теперь здесь у нас такие кабинки, конечно, не парк Ходынское поле, но это да, это нечто совсем уже советских времен. И мне кажется, что идти этой дорогой, вот как я сейчас иду, гораздо ближе, но все-таки интереснее там идти, потому что там просто делается довольно большой крюк, но по приятным местам, потому что здесь я шла по Свободному проспекту, ну там, как бы, знаете, обычный спальный район, абсолютно разные дома, но ничего примечательного. А там, где я обычно гуляю, да, там тоже спальные районы, но они более такие приятные. Ну и повторюсь, сам вход в парк, он... Тем более, что там только Свободный проспект, а где я хожу, я иду и Зеленый проспект прохожу, и улицу Молостовых, и на Саянскую поворачиваю, то есть, ну, как бы... А по сути, очень интересно, я прохожу сразу несколько районов. Там Вишняки, Новогиреево, Ивановская. Потом попадаю даже в Измайлово. Вот если так вот пройти, перейти через шоссе Энтузиастов, начнется уже лесопарк Измайлово. Ну а дальше можно, в принципе, и до Сокольников дойти. В принципе, я понимаю, что для меня это даже не проблема. Потому что я очень много хожу, и в день могу и 30 километров пройти, поэтому для меня это только в радость. Единственный неприятный момент — это только вот закрытие Декатлона. И, конечно, я понимаю, я столкнулась с тем, что, ну, действительно, обувь купить удобную практически невозможно. Потому что вот эти ботинки, они просто шикарные. Уже сколько лет я в них хожу. Но все равно, в лучшем случае, они послужат еще 1 год. Но они просто шикарные. В них реально можно ходить. И вот я как раз писала ВКонтакте, что я теперь понимаю, почему большинство людей жалуются на больные ноги. Ну, потому что та обувь, которая продается вот в большинстве магазинов, в ней реально ходить нельзя. Я купила эти ашановские белые уже просто от отчаяния, как говорится. И я понадеялась, что, ну, если даже они будут не супер удобные, они, кстати сказать, нигде не натирают, не давят, но я надеялась, что если вдруг даже что-то, по крайней мере, они все равно прослужат долго. Ничего подобного. Знаете, у них на 3-й день вот эта вот часть стала трескаться. 1600 в помойку. Но, в принципе, я понимаю, что и 3, и 4 тысячи там же тоже будут в помойку. А вот уже и дорожка, которая мне нравится. А так я вот там вхожу. Вот она дальше, спасательная станция. И тут мне уже прям очень-очень нравится. Не знаю почему, я как-то вот из всего сразу эту дорожку. Ну, аллейка понравилась, вход, и вот эту я выбрала для себя. Ну, может, тоже нравится. Ездили с подружкой в Глобус, в казино. Взяла вяленую рыбу, потом черный чай и черный чай с ароматом лимона. Этот был 16 с копейками, этот 18. Я его в основном беру именно в термос заваривать. Вполне нормально для прогулок. Взяла себе сидр Мистер Лис, вот такой, лесные ягоды. Вообще я люблю с яблоком, с грушей мне не очень. С ягодами я не помню. Я брала 1 раз, но, конечно, лучше с яблоком. Но все-таки решила вот так сегодня побаловаться. Есть повод. Потом купила лимоны. Хотя я еще те 2 лимона не доела. Я использовала только цедру. Морковь взяла.
Лимоны были по 109 рублей у меня на 35,42. А морковь была по 28,99 у меня на 25,57. Картофель 55,18, цена за килограмм 23,99. Еще взяла путасу. Но я вообще-то хотела взять больше, но, к сожалению, там прям ее было очень мало. Мне что-то не понравилось, я взяла немного. Она 99, ну, наверное, 99,99, сейчас посмотрим. Ну да, так и есть. А у меня на 61 рубль 39 копеек. Так, это надо сразу в раковину. Для меня путасу просто идеальная рыба. А может быть, оно, с другой стороны, и хорошо, что я взяла немного, потому что сейчас витамины начну пить, и меня уже не будет тянуть ни на рыбу, ни на что. К тому же, меня, как правило, уже летом и осенью вообще не тянет на такие вещи. То есть, это рыба, мясо, это возможно только зимой, скорее всего. Другой день, парк Ходынское поле, после занятий пришла. Приехала домой, но там как бы мало снимала, смысла нет, потому что я немножко погуляла и сразу в магазин. В аптеке у меня просто получилось так, что я провела занятие, и у меня было время вот ни туда, ни сюда. Мне нужно было еще поехать на одну встречу, и потом уже в Ашан. А так получилось, что по времени вообще ни туда, ни сюда. Я думала, что посидеть, допустим, в KFC, но это получилось бы очень долго, а если ехать домой, у меня было время мало. Но оно у меня было. Мне нужно было еще денег на карту кинуть. И тут вот один банк, что-то у них там произошло, мне пришлось, я положила туда денег, чтобы перекинуть на другую карту. В итоге перекинуть почему-то не получилось, мне пришлось вернуться, снять эти деньги, перейти дорогу, положить в другом месте. Короче, я потеряла время, и это вообще сегодня прям денек тот еще был в этом плане. Но я успела получить один заказ, вот тиамин. Буду наконец-то пропивать витамины, но у меня еще рыбий жир, цианокобаламин и передоксин. Это мне нужно было получить здесь, и я забыла. В принципе, я не знаю, до каких аптек, может, конечно, и стоит сбегать, но, честно, не хочется. Я, наверное, завтра утром встану и схожу. В Ашане взяла губки. Вот эти витамины прям максимально дешевые, они в ампулах. Их либо прокалывают там, либо пьют. Лучше прокалывают, но я так. Короче говоря, губки взяла, они то ли 16, то ли 17, еще меньше 20 рублей стоили. Так, у меня тут чек. Оп, упал. Я без штатива, извините. Дарницкий хлеб, он вообще сегодня был по акции. Кстати, мягкий, как всегда, хороший. И цена была 9 рублей. Дальше. Так, что у меня тут лежит? Яблоки за килограмм 62, кажется, рубля. Потом зубная паста. Хотя я вообще-то думала зубной порошок попробовать. Давно не пользовалась. Следующее это китайская капуста на 86 рублей, а так цена 129,99. Мой любимый соус, я по нему соскучилась, потому что когда у меня закончился, мы были в фикс-прайсе, купили маленькую бутылочку. Она мне не понравилась, поэтому взяла этот соус. Кстати, он подешевел, стал стоить 99, не по акции, а просто так уже давно. Взяла, как всегда, эти сосиски, колбасу «Фантазия» в нарезке, потому что я уже говорила, у меня, в общем-то, ламтереска очень хорошая Bosch, но не люблю ей пользоваться, и проще взять нарезку, по цене никак не отличается. Вот, мне этого хватит недели на 2, на 3, а может и на месяц. И по уценке взяла фарш, как всегда, с ним все в порядке. Далее взяла сметану, просто 10%. Больше я нигде 10% не видела, это хорошее.
Но там важно смотреть, есть сметанный продукт, а есть сметана. Вот это сметана. Хорошая. 33, кажется, рубля стоила. Сливки тоже 30 с чем-то, 10%. И мне они понадобятся для выпечки. И там понадобится 200 мл. А я взяла такую же упаковку в пятерочке. Но там было 900 с чем-то миллилитров. Ну, я не думаю, что это как-то критично, но пусть будет. Молочка в Ашане очень вот эта вся хорошая, качественная. Вот продукт, плавленый с сыром, ну, как бы это, да, продукт плавленый. Ну, по сути, по составу, что этот, что любой другой, ну, не отличается, все химозные. Я не помню сколько. Ну, чуть меньше 20 рублей стоило на суп, вот в блендер суповарки, прекрасно. Еще мне захотелось взять рахат лукум. И еще взяла печень, но это просто не по акции, не там ничего такое, просто обычно. У меня есть в морозилке замороженная печень. Я не знаю, у меня как-то появлялась мысль приготовить, давно не делала. А может быть, кстати, сейчас и сделаю. Ну тогда та пусть лежит, а эту, не знаю, короче, буду готовить. Ту, что из заморозки, или вот эту еще не решила. Как всегда, для выпечки мой любимый маргарин сливочник. Кстати, в пятерочке тоже сливочник есть. В другой упаковке это принципиально разные продукты. Вот этот вот, он очень классный. Могу советовать. И взяла кетчуп томатный. Там был разный. И острый, шашлычный, болгарский. Я беру вот этот вот. Сахарная пудра для выпечки. 2 упаковки. Решила немножко пополнить запасы специй, хотя они у меня есть. Взяла 1 ванилин, потому что реально еще запасы есть. Это на посадку салат. Ну, хочу попробовать. Какой вот был, такой и взяла. Мне без разницы. Я вообще-то базилик хотела взять. С базиликом вообще напасть. Хотела взять базилик в горшочке. Есть только красный. Без всяких скидок, но при этом он полностью весь засохший, увядший. Ну и, короче, зачем оно мне надо? Зеленый, ну, как бы, ценник есть, самого базилика нет. Я думаю, ну, ладно, как бы. В глобусе тоже ерунда была. Я еще, кстати, думала посадить базилик, но дачники выгребли все. И красный, и зеленый. Ну, по специям, опять же, у меня всегда есть запасы, но базилик вообще у меня должен быть, ну, просто вот обязательно, поэтому я взяла, там, по-моему, 4 упаковки. И петрушка, укроп по 1, и приправы для супа, это тоже дело святое. Дрожжи 1 пакет, потому что есть в запасах. Ну, для супа это просто классная приправа, обожаю. Ну вот, собственно, и все покупки. Сейчас я сделаю себе чай с лимоном. Очень хочу пить. Нет, сначала я просто воды попью, а потом уже чай с лимоном. А еще в Ашане купила 4 пары трусов. Беру их уже не первый раз, но, вы знаете, качество ниже среднего. Но почему я их беру? Потому что мне нравится сама по себе модель. Она простая, просто предельно простая. Я ненавижу белье со всякими там, не знаю, рюшками, кружевами и надписями, ну и так далее. Вот мне нравится, чтобы модель была самая-самая простая. И такие, кстати, и чтобы без рисунка, однотонные. И такие надо еще поискать. Но в Ашане есть. Это марка «Каждый день». Что из минусов? Ну, как бы, знаете, тут вот может распороться. Резинка может то же самое, как бы, отпороться. В принципе, если говорить о соотношении цена-качество, стоят они 58 рублей. Мне обошлись, я списала бонусы, и каждая пара мне обошлась в 10 рублей 50 копеек. Ну, эта цена просто идеальна. Та цена, которая была до всех известных событий, грубо говоря, 30 рублей, да, она тоже была
адекватный. Сейчас эти трусы стоят 60 рублей, ну там уже 57 с копейками, как-то так. Ну, это уже не очень. С другой стороны, это максимально низкая цена, поэтому, наверное, в современных реалиях соотношение цена-качество, ну, терпимо. В конце концов, за такие деньги, даже за 57 рублей, ну, порвутся, выброшу. У них, правда, есть еще один минус, имейте в виду, если что. Они маломерят и очень сильно. У меня 40-й размер. Ну, в этот раз, скажем так, я что-то как-то погорячилась, схватив 48-й. Но вообще 46-й можно взять. Но, тем не менее, все равно, представьте, да, 40-й или 46-й. Ну, к сожалению, да, есть у них такой косяк. Ну, главное об этом знать, и проблем тогда не будет. Вот они с обратной стороны такие. Короче, я довольна. Наверняка подобные более лучшего качества можно найти. Но, вы знаете, я не люблю выбирать шмотки. А белье так вообще, потому что вот такие надо еще поискать, а когда заходишь в отдел с бельем, вот эти все, я сразу вижу эти кружева какие-то, еще там помимо трусов вот эти вот лифчики висят, а я их вообще не ношу. Я, знаете, я когда это вижу, хорошо, что я хотя бы просто зеваю, а меня не хоть, а то, в принципе, я еще удивляюсь, как меня при виде всего этого просто не тошнит. Ну, не люблю я все это. Мне очень скучно везде вот это ходить, выбирать. Ну, не тот я человек, не тот я персонаж. Поэтому вот я увидела их и зашла в этот отдел, ничего не зыркая по сторонам, положила в корзинку, пошла, оплатила, и все, я довольна. Я просто собираюсь еще как раз расхламиться, очень много белья выкину, потому что у меня даже, знаете, бывают пижамки, допустим, там штаны порвались, там майка осталась, думаю, по дому что-то, уборку делать, ну, в общем-то, так и получается, но уже они свое отслужили, короче, а нормальные вещи положить некуда, буду делать расхламление и в белье тоже. Ну, а за эти деньги, знаете, хоть каждый месяц можно покупать. Короче, меня это устраивает и экономит время. Ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Также у меня есть канал на Яндекс.Дзене. Если вы там на меня подпишетесь, поддержите меня тем самым, в общем, тоже буду очень вам благодарна. Я желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.